Всем привет, друзья! Ну что, заборчик мой стоит. Как я его делал, собирал, все вам рассказал, показал. Вот, а рассказать, сколько он мне обошелся, я забыл. Поэтому в сегодняшнем видео хочу полностью рассказать, озвучить смету, все, что пошло на этот забор. Кто в ближайшее время захочет делать себе забор, чтобы имел представление, сколько примерно денег оно ему обойдется. Ну, давайте по порядку, все как заказывал. Для забора первым делом заказал машину песка и щебня. Она мне обошлась в 7000 гривен, из них 900 гривен была доставка. Сейчас покажу вам. Вот с этой точки примерно, чтобы вы имели представление, сколько щебня и песка у меня было. И сколько сейчас осталось. То есть, ну, где-то 1/3, может быть 1/4 даже часть осталась из того объема, что привезли. Привезли КАМАЗом, под один борт был щебень, под другой песок. То есть удобно, чтобы не делать две доставки. Все равно потом в бетономешалке все смешивать. А так, с одной стороны щебень, с другой песок. Очень было удобно. И за доставку я заплатил за одну 900 гривен. Если бы отдельно заказывал песок и щебень, было бы две доставки. Итак, песок и щебень 7000. Я буду говорить цены в гривнах. Потом в конце видео добавлю в рублях, в долларах, в зависимости от того, кто откуда меня смотрит. Так, дальше. Дальше были колонны. Колонн у меня 1, 2, 3, 4, вот там 5, 6 и 7. Внутренний угол от соседа колонну не делал. Колонны сделал больше для красоты, потому что, в принципе, столбиков хватает для того, чтобы удержать сам забор. Изначально планировалось колонны по углам, то есть один угол, вторая колонна, здесь 2 возле калитки и 3 от соседа. Но потом с тестем там спорили, решали, хотел гараж, поэтому сделал ему колонну вот здесь. В итоге гараж отменяется, и там сделал просто для симметрии, чтобы было по 2 колонны, а то тут 1, тут 2, было бы некрасиво. Просто для симметрии сделал еще 2 колонны. Итого, на одну колонну у меня пошло, блок был 60 на 30 на 20 в высоту, то есть я его пилил наполовину, и то есть 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоков, то есть 10 половинок, итого 5 блоков газобетона. Блок газобетона был по 60 гривен. Итого ушло на 7 колонн 35 блоков. Это 2100 гривен. Для того, чтобы все блоки собрать на клей, у меня пошло полмешка клея. То есть полмешка где-то там еще дома валяется. То есть одного мешка мне хватило на все колонны. Внутрь колонн для укрепления от самого фундамента до верхушки идет 3 прута 8 арматуры. То есть на 7 колонн у меня ушло 66 метров арматуры. Арматура была 8 по 8 гривен. Итого 528 гривен на армирование колонны внутри. Теперь каркас забора. Кстати, да, смотрите, насколько все проржавело. В общем, надо было в любом случае грунтовать. Это я буду все перекрашивать. Очень испорчен вид. Поэтому в любом случае черный металл сначала грунтуйте, а потом уже красьте. Потому что изначально этой резиновой краской, то, что я покрасил, получилось все ужасно. Так, но не о том. В общем, профильная труба. 60 на 30 сечением, 2 миллиметра толщиной. Всего пошло 23 столбика на забор. 6-метровая была труба. Порезали по 2,5 метра. И метра получился у меня еще там в запасе где-то валяется. По метру, получается, осталось с каждого столбика. Почему по 2,5? Потому что я не вижу смысла, чтобы сильно выступало оно вверх, потом все равно все обрезать. Поэтому вот эта часть, и еще на 80 сантиметров столбик идет в глубину. То есть итого по 2,5 метра. Всего пошло 66 метров по 58 гривен. Был метр профильной трубы 60 на 30. Итого за сами столбики я отдал 3795 гривен. Поперечные трубы профильные сечением 20 на 40
толщиной, по-моему, 2 мм или 1,8 мм. Обошлись мне в 5487 гривен. Всего 152 метра пошло. Также сразу купил уголок 32, по-моему, 3 мм толщиной. Это будет для ворот, чтобы отъезжали ворота. Вот я его уже приварил. Лежит на бетонном основании. По нему будут ездить, отъезжать ворота. 6 метров уголка, 216 гривен. Полоса для обвязки колонны пришлось брать, потому что забыл сделать закладные для поперечин, поэтому укреплял таким образом колонны. Итого где-то там, ну, грубо 30, ну, метр, можно сказать, пошло сверху и снизу. В общем, всей полосы у меня ушло на 240 гривен. Так, дальше по бетону, что у меня пошло. Цемента точное количество не могу вспомнить, но примерно 30, максимум 32 мешка я брал. Одесский 400 цемент, универсал. В общем, считаем 32 мешка цемента. По 57 гривен я его покупал на базаре. Обошлось 1824 гривны. Дальше для опалубки я купил доски. Доски по 4000 гривен куб. Ровно полкуба я взял. Вот они у меня сложены после бетона. И еще кусочек там закрыл, где будет въезд в гараж и калитку. Итого полкуба сосновой доски обрезной. Это 2000 гривен. На весь забор, чтобы сварить каркас, то есть перекладины к столбикам приварить, у меня пошло чуть больше полпачки электродов, 2,5 килограмма. То есть, ну, грубо считаем, одну пачку, 130 гривен. Краску я взял, покрасил, конечно, это явно не покраска, это какой-то ужас, но тем не менее пришлось ее покупать. 1300 гривен за краску, 12 килограмм я отдал. Ну и, собственно, профнастил. Профнастил, значит, по вот там улица, вот эта часть, по переулку я взял графитовый профнастил, матовый графитовый. Он мне обошелся по... Долго торговался, но выторговал по 108 гривен за квадрат. Итого 86 квадратов у меня пошло. Вот еще у меня 5 листов осталось в запасе. Это пойдет на ворота. С той стороны обошью. 86 квадратных метров графитового профнастила, 9325 гривен. И профнастил серый с этой стороны. Это получается лицевая сторона. С той стороны изнаночная сторона. Вообще изначально планировал, чтобы у меня везде одним цветом было внутри. То есть вот от соседа. Здесь у меня пошел мой изнаночный. И хотел также изнаночной стороной уже сделать и здесь. Но изнаночная сторона графитового и серого отличалась. Поэтому я уже развернул сам серый профнастил к себе лицом. Потому что та сторона была некрасивая. Еще и плюс на ней какие-то надписи, QR-коды и так далее. Итого серый профнастил по 86 гривен за квадрат мне посчитали. Вот эта вот часть между мной и будущим соседом мне обошлась в 5140 гривен. Еще заказал планочки такие профильные сверху буквой П, но пока что их не крепил, потому что смысла нету. На участке еще ничего нет, поэтому какой смысл украшать забор, когда здесь еще пока ничего нету. Ну и мне кажется, чисто в целях безопасности по таким планочкам легче перелезть через забор, чем вот так вот, как сейчас профнастил есть. Он острый и особо рукой не хочется. Но то такое. В общем, планочки мне обошлись 36 штук по 2 метра, 828 гривен. В будущем их установлю. Также купил 2 пачки заклепок. Заклепки графитовые, 1000 штук. И заклепки, изначально вообще планировал коричневый забор, поэтому поспешил. Раньше профнастила купил и купил еще коричневые. Враловский цвет 8017. Они у меня идут с этой стороны от соседа. Но уже не стал покупать специально серые. Думаю, ладно. В общем, 2 пачки заклепок по 300 гривен плюс доставка 700 гривен. То есть 2000 штук заклепок 700 гривен обошлись. Намного дешевле, чем саморезы. Сам заклепочник 170 гривен.
Ну, бур взял у кореша, буром бурил ямки для столбиков, поэтому если у вас бура нету, то считайте также еще бур купить, там, ну, в районе гривен 500 и выше, так, чтобы нормальный был, чтобы не сломался на первых 2 оборотах. Ну и так, если посчитать в целом на забор все расходники, то есть это там, ну, кисти, сверла, диски для болгарки, растворитель, которым обезжиривал перед покраской. Правда, ничего оно не дало, судя по всему, судя по тому, что все поржавело. В общем, на расходнике еще гривен 500. Ну и, друзья, полная смета на забор получается, то есть 3 части. Вот это от соседа по улице и вот это по переулку, 76 метров погонных. Мне обошлась в 41 143 гривны. Это по нынешнему курсу примерно 107 тысяч рублей, либо 1452 доллара. На калькуляторе примерно посчитал, то есть если 76 метров, 41 тысячу гривен разделить на 76 метров погонных, получается примерно 541 гривна за метр погонный такого забора. Если будете ставить колонны чаще, то выйдет немножко дороже. Если вообще без колонн, то чуть-чуть дешевле. Но, на мой взгляд, колонны лучше делать почаще для крепости, ну и для красоты. В целом, получается, одна колонна примерно мне вышла гривен 500-550. Все вместе, от фундамента до газобетона и внутрь залить бетоном. Ну и также смотрите по вашему участку, то есть если участок ровный, то отмостку можно делать небольшую, но я отмосткой под забором выравнивал участок. У меня здесь где-то сантиметров 30-35, дальше идет меньше, там где-то до 10 сантиметров высота бетона заливал, там примерно 15-20, и вот там вот самая большая часть, я это уже подсыпал землей, там, ну, грубо 45, там даже до 50 сантиметров доходило, приходилось заливать в опалубку. В общем, много пошло бетона, то есть бетон на опалубку больше всего пошло, ну и на фундамент для колонн, и внутри колонн там совсем немножко пошло. Но, как видите, почти что полный КАМАЗ приехал. Вот то, что осталось из песка и щебня. Ну, вроде смету рассказал. Если что-то непонятно, спрашивайте. Спасибо за просмотр. Всем пока.